Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Те, кто подписан на меня в инстаграме, уже видели распаковочку этой посылочки. Я себе заказала пылесос встроенный Max Ultimate. Ссылочку, где я заказывала, конечно же, оставлю вам в описании. Поищите там, потому что очень многие в инстаграме ссылку у меня просили. Как многие из вас опять же знают, у меня был встроенный в стол пылесос, который был заведен в воздуховод нашего дома. К сожалению, воздуховод у нас со временем забился. Чистить его было практически нереально. Обслуживать всю эту систему было безумно сложно. Поэтому я решила заказать себе в стол пылесос, который будет легче чистить. В первую очередь именно для очистки своего пылесоса я и заказала вот такую вот стационарную систему. Как заявлено производителем, мощность данного вентилятора 65 Вт. И он способен прогонять 340 кубических метров воздуха в час. Это довольно-таки мощная модель. К нему в комплекте шел сертификат качества, гарантийный талон, инструкция по установке самого пылесоса, ну и, собственно говоря, пылесос и мешочки для него. Долго я, конечно, ловила своего мужа, чтобы он мне его в стол установил, но тем не менее мы его установили. И сразу же все стало намного красивее. Как вы видите на картинке, уже даже по количеству пыли на моих руках видно, что пыль вся утягивается в пылесос. На руки попадает буквально минимум. Если открыть предыдущие ролики и посмотреть там процесс снятия материала, то будет видно, сколько же пыли было вокруг меня и было на моих руках, насколько мой вентилятор не справлялся с такими объемами. Очень многие в инстаграме спрашивали, насколько он громкий. Девочки, общаться с клиентом совершенно не проблематично, то есть довольно-таки не слишком много шума он вокруг себя создает. Скорость вращения вентилятора можно настроить на себя. Там есть специальная для этого крутилочка, которой можно настроить скорость от 0 до 2700 оборотов. В общем, если вы хотите вывод конкретно от меня, мне очень понравилось. Это действительно лучшее из того, что у меня было до сегодняшнего дня. Та система, которую мы делали самостоятельно, она все равно получилась не настолько мощная, ну и, как я говорила, обслуживать такую систему оказалось довольно-таки проблематично. Теперь же раз в день, меняя мешочек, стирая его, я получаю всегда чистый пылесос. Кстати, у меня есть еще идея попробовать положить сверху влажную салфеточку непосредственно на сам вентилятор, для того, чтобы сразу же основную массу пыли выкидывать в мусорник. Но пока я это еще не опробовала, опробую чуточку попозже и расскажу вам свои впечатления. Ну а мы тем временем снимаем материал, подготавливаем ноготочки к коррекции. Кстати, в инстаграме мне тоже говорили, что этот пылесос справляется с количеством пыли от гель-лака, но не справляется с количеством пыли от нарощенных ногтей. Смотрите, мы снимаем нарощенные ногти, это очень много материала, это совершенно другая пыль, она более мелкая, и тем не менее вся пыль у нас оказывается в пылесосе. Кстати, вот эти вот ноготочки, которые мы поснимали, произвели просто таки фурор у меня на канале, надеюсь, вы все их видели, ссылочку на предыдущий ролик оставлю вам в описании. Мы же тем временем продолжаем подготовку, берем в руки пилочку и отросшую часть натуральной ногтевой пластины обрабатываем пилочкой. В данном случае мы с клиенткой решили убрать немножечко длину и сделать форму балерина. Поэтому сегодня наша процедура правильно полностью будет называться коррекция нарощенных ногтей в форме балерина. И для того, чтобы ее произвести, нам нужно очень хорошо заузить бока ногтей, которые у нас есть в данный момент. То есть нам нужно очень-очень хорошо заузить нынешний материал, так, чтобы новым материалом выстроить боковые стеночки, и у нас получится новая форма ногтей с новым свежим материалом в боках.
Полностью подготовили ноготок. Пушером отодвинули кутикулу, убрали фрезером птериги, нанесли праймер, базовый гель. В общем, все как обычно. А теперь переходим непосредственно к выкладке материала. В данном случае мы готовим ноготочки под полное покрытие, поэтому переводить сюда камуфлирующий красивый полигель я не стала. Я решила, что здесь довольно будет и вот такого полупрозрачного цвета, для того, чтобы просто произвести коррекцию. Стараемся выложить наши будущие ноготочки с минимальным опилом. Я все равно буду их пилить, я очень люблю пилить, но в принципе полигель позволяет выложить себя таким образом, чтобы вообще ничего не опиливать. Но поскольку я пилежный маньяк, и у меня теперь есть охренительный пылесос, который всасывает всю пыль, поэтому я буду все равно пилить, и поэтому я не заморачиваюсь на выкладке. Итак, непосредственно сам опил. Начинаем опил с боковых сторон. Этим самым мы намечаем себе будущую форму наших ногтей. Следующим мы пропиливаем кутикулу, потом площадочку, сводим верхнюю арочку. И вот, собственно говоря, готов наш ноготочек.
Последним этапом, конечно же, восстанавливаем внутреннюю арочку наших ногтей. Удаляем отросший натуральный ноготь, потому что он нам для носибельности совершенно не нужен и вообще никакой полезной функции он не несет. Вот кто мне в этом месте напомнит, чтобы я немножечко подвинула свою камеру и так сильно не лезла туда головой. И как бы там ни было, наша с вами коррекция подошла к концу. Мы полностью подготовили ноготочки, следующим у нас будет дизайн. И дизайн мы с вами разберем на этих ноготках в следующем ролике, потому что я решила здесь показать очень и очень подробненько коррекцию с изменением формы. Поэтому, чтобы не пропустить новый ролик, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Ссылочки все полезные ищите в описании. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!